Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения, и сегодня мы поговорим о спатифилуме, о том, когда, как и чем его подкормить, чтобы он красиво цвел и чтобы имел здоровую красивую листву. Давайте начнем с растений, которые вы только что принесли из магазина. Как правило, в грунте таких растений содержится удобрение длительного действия, и поэтому подкармливать их не нужно. Просто принесите горшочек с растением, поставьте его в кашпо и позвольте ему адаптироваться в вашем доме, привыкнуть к освещению и к влажности. Даже если вы решили это растение пересадить методом перевалки, либо с полной заменой грунта, в этом случае растение также не нуждается в подкормках, так как новый грунт содержит все питательные вещества. Если же растение находится в вашем доме более полугода, тогда можно начать вносить удобрения, если вы его не пересаживаете или если делаете перевалку. В том случае, если вы делаете пересадку с полной заменой грунта, то, как и в первом случае, 3-4 месяца удобрения не нужны. Спатифилум подкармливают комплексным минеральным удобрением, и, как правило, проблем не должно возникнуть. Но бывают случаи, когда удобрение растению не совсем подходит и ему перестает хватать какого-то элемента. И, конечно, это сразу сказывается на его внешнем виде. Для полноценного роста и развития растения необходимо 3 макроэлемента: азот, фосфор и калий, и набор микроэлементов: железо, бор, марганец. Обычно их включают в комплексное удобрение порядка 8-9. Комплексное удобрение содержит все эти элементы, но в разных пропорциях, и подбирают их в зависимости от потребностей растений. В каком бы количестве азот не входил в удобрение, редко бывает, что спатифилуму его не хватает. Другое дело обстоит с калием и фосфором. Если спатифилуму не хватает фосфора, прежде всего отсутствует цветение. Либо цветение наступает, но сами цветы держатся очень непродолжительное время и очень быстро увядают. Также от фосфора зависит развитие корневой системы. Если вы пересадили молоденькое растение и вам попался хороший качественный грунт, то в нем достаточно будет фосфора, чтобы корневая система полностью заполнила горшочек и растение продолжало дальше полноценно развиваться. Вот эти два растения были посажены в грунт примерно в одно и то же время. В одном уже полный горшок корней, а во втором едва их видно. Поэтому поменять свое удобрение в сторону с большим содержанием фосфора стоит тогда, когда ваш спатифилум не цветет или плохо наращивает корни. Ну и третий макроэлемент – это калий. Он также участвует в процессе цветения, но в большей степени его недостаток может сказаться на листиках. Листья начинают желтеть, а потом отсыхать по краям, именно не на кончиках, а по краям всего листа. Лист теряет тургор, но выглядит это не так, когда растению не хватает воды, и оно просто разваливается за пределы горшка, а именно сам листик, начиная с кончика, начинает загибаться. И третья проблема, которую я наблюдала на своем растении, это то, что лист перестает расти. У меня это случилось так. Спатифилум рос очень активно, выкидывал очень большие, крупные, здоровые глянцевые листья, даже цвел. И вот когда цветение закончилось, я срезала увядший цветок, спатифилум просто перестал расти. Его как будто заколдовали. У него выходил новый лист, он развернулся наполовину, а вторая половина осталась свернута в трубочку. Было несколько листов трубочек, которые даже не вышли полностью. И в таком состоянии спатифилум простоял у меня 3 месяца. Я долго изучала материал, читала разные статьи, почему растение может так себя вести, и решила проверить теорию нехватки именно калия. Внесла калийное удобрение, калиевую селитру, без азота, без фосфора. И уже через 3 дня тот лист, который стоял полуоткрытый, полузакрытый, полностью раскрылся. Стоит еще сказать, что калий – это тот элемент, который помогает растениям бороться с вредителем, с болезнями и преодолевать засуху. Не стоит путать нехватку питания растения с другими проблемами. Прежде чем вносить дополнительное удобрение в грунт, убедитесь, что на растении нет вредителей, что оно стоит в правильном месте, что листья у вас желтеют и засыхают не от того, что на них падает солнце. Убедитесь, что все другие факторы отсутствуют, и только после этого пробуйте вносить дополнительное удобрение. В комнатном цветоводстве чаще всего применяют минеральные, комплексные, жидкие удобрения. Их легко дозировать, легко вносить, и растения их быстро усваивают. Различаются они в основном тем, что в них в состав входит разное количество азота, фосфора и калия. Выбирая удобрения в магазине, обязательно смотрите оборотную сторону, этикетку, где написано, что и в каких количествах содержится. Например, вот это написано для декоративно цветущих, но соотношение азота, фосфора, калия здесь 3, 4, 8. То есть калия в 2 раза больше, чем фосфора. Каким-то растениям этого будет достаточно, а каким-то нет. Вот такие 2 удобрения разной фирмы. Одно называется универсальное, второе для всех комнатных, то есть по идее тоже универсальное. Но содержание макроэлементов здесь совершенно разное. Здесь азота побольше, фосфора поменьше, здесь их примерно одинаково, поэтому тоже смотрите. В зависимости от производителя и серии удобрений, содержание тех или иных
макроэлементов может очень сильно меняться. Есть вот такие удобрения в порошке. Здесь одинаковое количество азот, фосфор, калий. И также есть микроэлементы. Обязательно смотрите, чтобы удобрение содержало микроэлементы. Если в составе удобрения их не будет, и вы будете вносить исключительно азот, фосфор, калий, то со временем на листьях может возникнуть хлороз. Хлороз проявляется в том, что лист перестает быть насыщенно зеленым, появляются какие-то светлые участки, белые, желтые. Чтобы исправить эту ситуацию, существует специальное удобрение, который так обычно и называют от пожелтения листьев, которые содержат как раз таки комплекс этих микроэлементов. Также разводятся водой и наносятся в основном по листу. Старые листья уже могут не восстановиться, но новые должны быть уже в полном порядке. Если вдруг вы решили использовать какое-то органическое удобрение, например, древесную золу, или нести какое-то моноудобрение, отдельно калий, отдельно фосфор, обязательно прочитайте все плюсы и минусы, как их правильно вносить, сколько времени нельзя вносить другие удобрения. Есть свои нюансы, и лучше о них знать, чтобы избежать ошибок. Я все-таки советую использовать комплексные минеральные удобрения, просто их нужно правильно подобрать в зависимости от потребностей конкретного растения. Еще одно удобрение хотела показать. Многие производители выпустили серию таких удобрений, у меня вот Бонафорте, и они выходили вот с такими фиолетовыми крышечками. Написано, что удобрение органоминеральное, потому что содержит гуматы. Считается, что гуматы являются стимулятором роста растений. Какого-то сильного отличия на комнатных растений, если честно, я для себя не увидела. Но на дачах и огородах такое удобрение многие очень любят. Сейчас хочу вам показать, в чем разница этих двух удобрений, о которой мало кто задумывался, если не читал, как получают гуминовые кислоты. Давайте проведем эксперимент. Итак, у меня 3 баночки. Первую я налью удобрение с такой крышечкой. Наливаю в чистом виде. Во вторую я налью удобрение с красной крышечкой. Оно имеет уже немножечко другой цвет, как вы видите. И в третью я налью обычную воду. И сейчас я эти удобрения буду пробовать. Ну, естественно, не сама, а при помощи вот такой лакмусовой бумаги. Она используется как индикатор для определения кислой и щелочной среды. Если среда кислая, то бумага будет вот такого красного цвета. Если щелочная, то вот такого под номером 14. И если нейтральная, то где-то вот между цифрами 7 и 8. Давайте посмотрим, что у нас здесь получится. Итак, бутылочка номер 1. Бутылочка номер 2. И бутылочка номер 3. Там, где были гуматы, среда более щелочная. Там, где гуминовых кислот не было, среда более кислая. Ну и, соответственно, вода имеет расцветку под цифрой 7, у нее среда абсолютно нейтральная. Вот в чем различие этих удобрений. Ну и осталось поговорить о том, в каком графике нужно наносить удобрения с патифилумом. Если вы не досвечиваете свои растения и зимой не получают свет только из окна, то достаточно будет 1 раза в месяц. С весны до осени с патифилум подкармливают 1 раз в 10 дней. Это такая стандартная рекомендация для всех растений, но обязательно читайте, что написано на самой упаковке. Если написано, что подкармливать раз в 14 дней, лучше делать это раз в 2 недели. Если написано, что раз в 10 дней, то подкармливайте так же, как и рекомендовано растению, раз в 10 дней. В конце видео я еще покажу рекомендованный график подкормок еще для 10 растений. А сейчас хочу ответить на пару вопросов из комментариев. Очень частый вопрос, особенно от новичков, какой объем воды использовать при поливе. На объем горшка ориентироваться не стоит. Стоит ориентироваться на то, насколько этот горшок заполнен корнями. Если корней еще совершенно мало, как вот на этом растении,
то грунт будет просыхать значительно дольше, потому что любой грунт достаточно влагоемкий. Когда мы производим обильный полив, часть воды проходит, часть задерживается в грунте. Если корней много, растение большое, то недостаточно быстро эту жидкость потребляют. Если корней мало, то вся эта жидкость остается в грунте, и он остается влажным, даже мокрым очень долго. Также необходимо учитывать, какая у вас влажность в квартире. Если дома сухо, грунт будет просыхать очень быстро, и ваше растение нужно будет поливать обильно и часто. Если в помещении влажность большая, то и грунт будет просыхать медленнее, и испарение с поверхности листа уменьшится, и полив при этом значительно сократится. Поэтому нет более надежного способа, чем просто взять и пальцами его потрогать. Просто нажмите или немножечко опустите в грунт палец, и вы сразу почувствуете, сухой он, мокрый или влажный. Если сверху уже достаточно просох, то самое время полить. Если даже слегка еще влажный, то поливать не надо. И второй вопрос был такой. Спатифилум растет в горшке на фитильном поливе. Растение красивое, здоровое, прекрасная листва, но не цветет, и грунт все время влажный. Что делать? Стоит ли пересадить растение в обычный горшок? Если растение прекрасно себя чувствует и имеет хорошую красивую листву, то пересаживать его не стоит. Начните вносить удобрения, стимулирующие цветение, разведите их в воде по инструкции, и этот раствор добавьте в резервуар для воды. Ну и на этом, пожалуй, сегодня закончим. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте поддержать его лайком, подписывайтесь на канал. Ну а я прощаюсь с вами и до новых встреч!